Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный, быстрый и недорогой торт Ферреро Роше с хрустящим слоем, без сливок, без сыров. Самый быстрый его вариант. Приготовим основу для крема. 350 мл молока доводим до кипения. Здесь у меня 100 грамм сахара. 8 грамм ванильного сахара добавляем туда, 35 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваем. 150 миллилитров холодного молока. 2 яйца среднего размера, весом без скорлупы, яйца и на бисквит, и на крем примерно по 50 грамм. Все это перемешала, иду сейчас на плиту, в горячее молоко, очень аккуратно, помешивая в центре ковшика, вливаю всю яичную смесь. Сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довожу эту смесь на умеренном огне до кипения. Как только пойдут вот такие характерные первые пузыри, провариваю примерно еще 20 секунд и снимаю с огня. Переливаю сейчас в ту емкость, где она у меня будет остывать, эта смесь. Ей нужно дать остыть до комнатной температуры. Приготовим бисквит. Итак, 330 грамм муки, 60 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя я перемешиваю и отставляю пока что в сторону. Шесть яиц среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это я перемешала до однородности, чуть-чуть взбиваю и добавляю туда порциями 270 грамм сахара. Сейчас всю эту смесь я буду взбивать примерно 4 минуты, не дольше. Смесь побелеет вот так, станет пышной. Добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 150 грамм растопленного сливочного масла, ни в коем случае не горячего. Все это просто перемешиваю, ничего уже здесь долго не взбиваю. Просеиваю туда всю сухую смесь, перемешиваю просто миксером, ничего здесь долго не взбиваю. Миксер здесь у меня маломощный, 300 Вт. То есть справится каждый своим обычным ручным миксером, который есть дома. Форма у меня здесь прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Вы также можете брать круглую форму. Бока и дно формы я застелила бумагой для выпечки. Сейчас обязательно вот такой тяжелый масляный бисквит я распределяю из центра на уголки формы и отправляю выпекаться при температуре 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 45-50 минут. Выпекать буду на среднем уровне. Дверцу духовки во время выпекания, конечно же, не открываем. Проверяю сейчас шпажкой, она выходит сухая и чистая. Полностью у меня остыл корж в форме. И когда он остыл до комнатной температуры, я извлекаю его из формы, и сразу же он готов к работе. Сразу нарезаю его на 3 ровных коржа. Бисквит этот очень неприхотливый. Он сразу же готов к работе, как я сказала. И смотрите, какой красивый он получается. Тонко-пористая структура. Он очень нежный на вкус. Его можно кушать как отдельный десерт. И готовится он очень просто и быстро. Его даже можно приготовить без миксера. Но тогда может образовываться шапочка. С миксером лучше все-таки. Если вы захотите выпекать бисквит, допустим, в круглой форме и маленькой, 18-20 см максимум, всех ингредиентов вообще на этот торт вам нужно просто взять вдвое меньше. Здесь все очень просто. Итак, остаточки от шапочки бисквита я сейчас измельчаю и буду потом ими впоследствии обсыпать бока торта. Итак, завершаю приготовление крема. Здесь 150 грамм размягченного сливочного масла и 120 грамм шоколадно-ореховой пасты Нутелла, либо же можно брать ее аналоги.
Здесь взбивала примерно 2-3 минуты и по 2-3 столовые ложки добавляю туда остывшую до комнатной температуры, ни в коем случае не холодную, заварную основу. И прорабатываю миксером. По поводу шоколадной пасты сразу хочу сказать. Здесь я показываю самый элементарный вариант с нутеллой. Крем получается просто необыкновенно вкусным. Вы можете брать аналоги этой пасты. Продается множество аналогов без использования пальмового масла. Можно брать с подсолнечным маслом. Можете брать также пралине. Здесь все на ваше усмотрение. Крем взбиваем до той степени, чтобы все комочки от заварной основы, конечно же, разошлись. Но взбиваем недолго, иначе крахмал проваренный разжижится в креме. Взбила крем. Теперь готовим хрустящий слой. 200 грамм вафель Кнопперс. Вафли здесь нужно брать именно очень хрустящие. Вы можете брать не этой фирмы. Вы можете аналог брать, какой есть у вас в свободном доступе. Очень важно, чтобы именно сами вафли, здесь вот сама выпечка это, чтобы они очень сильно хрустели. Кнопперс, конечно, идеально сюда подходит, потому что здесь и фундук есть измельченный, шоколадная прослоечка небольшая, и сами вафли, то есть их качество, удивительно хорошо соответствуют именно требованиям этого торта. Вафли, как вы видите, я измельчаю не очень мелко. Это важно, чтобы они потом при перемешивании не превратились просто в пыль. 200 грамм растопленного молочного шоколада, 150 грамм растопленного сливочного масла и 50 грамм нутеллы. Делаем такой быстрый ореховый ганаш. Я его выливаю сейчас к вафлям. И туда же я добавляю 100 грамм обжаренного измельченного фундука. Он у меня уже покупной, готовый. Вы же можете сами его порубить ножом и просушить примерно 10 минут при температуре 150 градусов Цельсия в духовке. Уже в измельченном виде, чтобы он быстрее у вас прожарился. Можете также на сковороде его обжарить, но там есть вероятность того, что он может подгорать. Сделали вот такой хрустящий слой. Вафли остаются хрустящими и на следующий день в этом торте. Главное взять качественные вафли и нарезать их для начинки не очень мелко. 150 мл молока я здесь беру для пропитки всего торта, всех 3 коржей. Вы же можете какао здесь сварить и сделать именно с какао пропитку. Это очень будет тоже вкусно. Я делаю быстрый вариант. Половину хрустящей массы я выкладываю сейчас на нижний корж. Я поделила ее визуально на 2 равные части. У меня на моем канале есть торт Ферреро Роше, где я готовлю Royal Tin к нему, то есть я сама его пеку. Там я делаю тоже хрустящий слой, немножко другой. Я ссылочку оставлю вам в описании к данному видео, можете пройти и посмотреть. Там он и со сливками готовится, и другой совершенно рецепт. Но сегодняшний торт ничем не уступает тому рецепту, а даже может быть и вкуснее где-то получается. И что очень важно, готовится он в разы быстрее и проще. Сейчас половину крема я выкладываю на первый корж. Делать это лучше и удобнее из кондитерского мешка, конечно. Пропитываю второй корж. В форме очень удобно для выпечки это все собирать. Как я уже сказала, если вы хотите небольшой тортик сделать 18 сантиметров в диаметре, вдвое смело можете делить все ингредиенты и готовить маленький торт. Просто брать всех ингредиентов и для бисквита, и для кремов, и для прослойки вдвое меньше. Накрываю тем коржом, который был у нас дном при выпекании, пропитываю его также и убираю сейчас в холодильник часа на 3. Вот этот слой, который хрустящий, он не превращается в камень. Здесь вот этот ганаш на сливочном масле с нутеллой, он прекрасно нарезается, но он предохраняет вафельный слой от влаги, то есть он не пропускает эту влагу. Здесь все очень хорошо предусмотрено для этого именно в этом слое. Нарезается он превосходно. Вы видите, вот в начале видео я показала. Я измельчила в измельчителе шапочку от бисквита, который у нас остался. И сейчас посыпаю боковины торта. Предварительно я уже обжарила на сковороде 100 грамм фундука
Я порубила его ножом, чтобы быстрее он обжаривался. Вы же можете его также и в духовке при температуре 150 градусов примерно 15 минут просушить. Для глазури я беру 100 грамм растопленного молочного шоколада и 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Поливаю просто верх торта. Если вы хотите полностью весь торт покрыть этой глазурью, следует брать всех ингредиентов для глазури вдвое больше. Глазурь эта прекрасно нарезается. Она очень вкусная на вкус, то есть без запаха растительного масла во вкусе не чувствуется. Очень рекомендую ее приготовить. Тонким, красивым слоем ложится. И шоколад, конечно, нужно использовать молочный, потому что в классическом варианте конфет Ferrero Rocher для покрытия используется именно молочный шоколад. Вы видите, как он хорошо нарезается, этот торт. Я только что его достала из холодильника. Здесь очень важно взять качественные вафли. Просто попробуйте, какие у вас производители есть именно в той стране, где вы находитесь, и выберите хорошие, достойные вафли. Торт по вкусу очень напоминает именно те всеми любимые конфеты Ferrero Rocher. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.